Здравствуйте. Мы с вами продолжаем заниматься возрастно-психологическим блоком в рамках нашего курса психологии. И сегодня у нас речь пойдет об игровой деятельности ребенка, начиная с, так сказать, раннего и дошкольного возраста. И мы с вами рассмотрим то, какова роль этого вида деятельности в развитии ребенка и в развитии человека в целом. Если говорить о оценке вот этой роли, то, наверное, надо здесь упомянуть очень важные, так сказать, моменты, связанные с тем, что практически все психологи, независимо от их теоретических позиций, сходятся в, так сказать, оценке игровой деятельности как главной, важнейшей в развитии ребенка вот этого возраста. И мы немного уже говорили об этом, но я здесь напомню. Вот в рамках представлений школы Льва Семеновича Выгодского мы с вами знаем, что игра и игровая деятельность, в общем-то, видятся как ведущая деятельность дошкольного возраста. Если взять русское зарубежье, то также мы здесь видим, что оценка игровой деятельности аналогичная. Эта оценка, она принадлежит и отцу Василию Зиньковскому, и замечательному педагогу русского зарубежья Софье Сергеевне Колумзиной. В частности, Софья Сергеевна говорила о том, что игра – это работа ребенка. То есть это тот вид деятельности, в котором наиболее полно, наиболее объемно как бы происходит развитие. Если обратиться к тому, как понимал игровую деятельность Даниил Борисович Ильконин, то, в общем-то, он действительно подчеркивал, что игровая деятельность – это фактически моделирование тех видов взрослой активности человека, о которых известно ребенку, и, соответственно, ребенок моделирует то, что он знает об окружающем мире и о деятельностях взрослых людей. И вот эта многосторонность вот этой игровой деятельности, как моделирование целостных деятельностей взрослых, действительно дает как бы вот отнесенность вот этой деятельности к тому, так сказать, блоку, да, нашей психики, который как раз Даниил Борисович Ильконин называл мотивационно-потребностная сфера человека. Ильконин подчеркивал то, что, безусловно, конечно, вот игровая деятельность имеет огромное влияние на целый спектр различных линий развития. Это и развитие речи, поскольку дети, играя, безусловно, и сопровождают речью свою игру. И если речь идет уже о сюжетно-ролевой игре, то они общаются между собой. То есть это, безусловно, богатейшее поле для развития речи, для узнавания чего-то нового, как бы во что еще можно играть, а что еще в мире происходит, а что еще существует, какие еще деятельности. Да? Кроме того, это, безусловно, огромное вложение в развитие памяти, потому что ребенку нужно как бы помнить то, что происходит в этой игре, чтобы в ней полноценно участвовать. Это огромный вклад в развитие воображения, огромный вклад в развитие коммуникативных способностей ребенка, то есть способностей обратиться к другому ребенку, договориться о том, во что играем, кто какую роль играет и так далее, и так далее. И, в общем-то, вот все это, несмотря на то, что там речевое развитие, развитие памяти, развитие воображения обычно относят к познавательной сфере, тем не менее здесь эти все особенности, да, эти все части, так сказать, вот, познавательной сферы, они работают на наиболее полноценное, так сказать, участие ребенка в именно игре, как в некотором таком целостном действии. И, соответственно, действительно, все это дает огромный вклад в развитие психики ребенка. И то, что мы уже с вами подчеркивали, когда обсуждали теорию Льва Семеновича Выгодского и периодизацию Ильконина, это, безусловно, то, что игра является очень таким
естественным и важным, так сказать, полем для развития произвольности, регуляции поведения. Это то, что как раз будет очень важно для того, чтобы у ребенка созревала, вызревала готовность к школьному обучению. Вот как бы это некоторая такая оценка, да, преимущественно с точки зрения именно отечественной школы, школы Выгодского. И если вот добавлять сюда, да, то, как видит развитие игры ребенка Жан Пиаже, как представитель другой школы, швейцарской школы психологии развития, то здесь, безусловно, на первый план выступают именно вот возможности как бы познавательной сферы, и прежде всего игра выступает как вид символической деятельности, в которой действительно развивается, обогащается вот эта, так сказать, символическая система и действительно дает свой вклад в развитие всей психики в целом. Вот давайте попробуем остановиться на том, как понимает вот тот же Жан Пиаже вот логику развития детской игры и что она дает общему психическому развитию. Значит, Жан Пиаже, как мы уже с вами говорили, в общем-то, как одно из таких центральных понятий своих использует понятие схемы. Первично схема возникает уже, так сказать, на сенсомоторном периоде развития интеллекта человека. Причем есть врожденные схемы, которые являются базой для развития всех прочих схем. Это как бы те схемы, которые включены в безусловные рефлексы, с которыми рождается маленький ребенок. И вот Пиаже как бы ведет свое, так сказать, понимание, да, свое изучение эволюции вот этих схем, рассматривая их как вот с точки зрения того, как они видоизменяются, как они приходят в, так сказать, состояние некоторой интеграции, взаимосвязи друг с другом, как они образуют некоторые целостные логические структуры. И в данном случае, конечно, игровая деятельность здесь очень важна. Все психологи, опять же, да, сходятся не только в том, что игровая деятельность очень важна, но и в том, что ее можно наблюдать с очень раннего, так сказать, возраста ребенка. Самые простые, простейшие виды, которые можно все-таки отнести к игровой деятельности, фиксируются разными психологами уже в начале 2-го года жизни ребенка. При этом, в общем-то, вот то, что происходит в процессе манипуляции различными предметами еще, так сказать, на 1-м году жизни, в общем-то, условно лишь можно назвать игрой, поскольку ребенок в этом процессе учится схватывать объекты, перекладывать из руки в руку, тянет их в рот, обследует. То есть это в значительной степени прежде всего такая познавательная деятельность, но пока еще не собственно игровая. То есть собственная игровая деятельность должна включать в себя, по мнению психологов, некоторые элементы имитации. И как только вот эти некоторые элементы имитации возникают, сразу можно говорить о том, что вот пошло вот это вот развитие игровой деятельности. И наиболее ранние наблюдения, в общем-то, они относятся к самому началу 2-го года жизни. Это 13-14 месяцев, когда, в общем-то, вот классики психологии 20 века при своих наблюдениях уже зафиксировали то, что ребенок начинает как бы повторять за наблюдаемыми им взрослыми какие-то действия. Ну, например, вот мама или там кто-то, да, в семье там вытирает пыль тряпочкой. Ну и ребенок начинает пытаться делать то же самое чем угодно. Там ботиночком, игрушкой, мишкой каким-нибудь, да, там коробочкой какой-то и так далее. Да. Это уже вот начатки того, что впоследствии станет сложной, развитой игровой деятельностью ребенка. Когда Жан Пиаже рассматривает стадии развития игры, он говорит о том, что можно выделить некоторые такие вот важные моменты. Во-первых, это та стадия, которую он назвал проекцией некоторых готовых схем на новые объекты. И здесь он
говорит о том, что вот уже на втором году жизни и в начале третьего года жизни мы можем видеть то, что ребенок как бы вот начинает проецировать вот те представления о себе, которые у него уже есть, на какие-то новые объекты. В частности, вот Пиаже описывает поведение своей дочери в самом начале второго года жизни, когда она как бы начинает моделировать некоторые состояния плача, каприза на своей кукле. Да, ей в это время там, около 1,5 лет. И она вот уже начинает говорить: «Куколка, плачь», и за нее плачет. Да? То есть вот ребенок здесь на самом деле уже начинает проявлять вот очень важные, если мы посмотрим с точки зрения диалога, очень важные свои как бы такие способности, да, способности, которые будут связаны с вот, возможностью как бы посмотреть на себя со стороны. Вот ребенок знает, что он иногда плачет, и он, заставляя куклу плакать или там какой-нибудь мячик хныкать, плакать, да, он уже как бы смотрит со стороны вот на этот процесс, и это уже начаток вот такого вот диалогического, так сказать, общения, да, диалогического какого-то контакта, да, возможности, так сказать, взглянуть со стороны на какое-то свое состояние. И это, в общем-то, проявляется уже в очень раннем возрасте. И здесь Пиаже как раз говорит о том, что вот ребенок, значит, проецирует, да, какие-то, значит, знакомые ему схемы на новые объекты, либо имитирует вот те действия, которые он видит у окружающих людей. Несколько позже можно наблюдать несколько более уже сложное действие, и это некоторая такая вторая подстадия, когда Пиаже говорит, обозначая это вот некоторыми такими семиотическими понятиями, что здесь уже начинает происходить разделение указателя и действия. И в данном случае он здесь пользуется представлениями такого лингвиста, как Фердинанд де Сассюр, который разделял обозначаемое и обозначающее, и также, в общем-то, предлагал делить различные обозначающие, то есть, собственно говоря, вот какие-то, так сказать, символизирующие, да, предметы или слова, или, так сказать, что-то еще символизирующее. Он их предлагал дифференцировать по степени их действительно вот дифференцированности, да, вот этих обозначающих, и по тому, насколько эти обозначающие работают в ситуации общения для того, чтобы осуществить какое-то вот сообщение, какое-то обращение к другому человеку. И здесь как раз вот указатель – это самое примитивное обозначающее, то есть это тот, так сказать, вид обозначающего, когда нет ни серьезной дифференцированности вот этого обозначающего и нет как бы стремления что-то сказать, что-то показать. То есть как бы пообщаться и что-то донести до другого человека в рамках общения. И как раз вот примером здесь может служить, например, какой-то непроизвольный вскрик или там следы, оставленные животным там на песке или на снегу, или вот какие-то, так сказать, свидетельства, да, того, что вот что-то происходит. Ну, например, вот тот же Пиаже, да, он говорит о том, что вот, скажем, если мы видим дым, идущий из трубы вот дома, то мы понимаем, что в этом доме зажжена печь, горит очаг, возможно, что там происходит какое-то там приготовление пищи или что-то еще. То есть это указатели на то, что как бы некоторые действия происходят. При этом, конечно, вот в общем случае это не является некоторым, так сказать, знаком или некоторым, так сказать, символом или жестом, направленным на то, чтобы кто-то понял, что происходит. В принципе, такого же рода обозначающие могут использоваться и для того, чтобы что-то сообщить. Ну, например, человек, которого похитили, он может там оставлять какие-то метки, ну, например, там кусочки одежды или какие-то там вот из кармана там доставать предметы, которые известны его знакомым, которые, возможно, будут его искать, к примеру. Да? И вот мы с вами знаем по сказкам,
знаком, да, вот такого рода ситуации, они могут быть и в жизни. В этом случае уже вот это не указатели, а это некоторые такие знаки, которые обращены к людям, которые могут их, так сказать, осмыслить, прочитать и сделать из этого какие-то выводы. Итак, вот Пиаже говорит о том, что значит, на вот этой второй подстадии происходит разделение указателя и действия. То есть как бы ребенок поднимается на некоторый более уже высокий уровень использования вот этих символических средств. И здесь как бы простейшие примеры это как бы назначение одного объекта другим, то есть один объект символизирует другой объект и выступает в игровой ситуации в качестве вот этого заместителя. Да? Это вот и есть вот это вот разделение указателей действия. К примеру, ребенку нужно там померить температуру заболевшей кукле. Он берет карандаш, или что угодно, там, не знаю, ручку, там, линейку, вот все, что как-то похоже на этот самый термометр, да, ставит под мышку этот предмет своей кукле, и вот он уже, так сказать, совершил вот это вот разделение указателей действия и вот вошел как бы в некоторую такую игровую ситуацию. Или ребенок изображает свою прогулку под дождем и, допустим, из книжки делает как бы некоторое подобие зонтика. То есть книжка здесь уже не книжка, а она уже зонтик, да, то есть она меняет свое назначение в этой игре, меняет смысл свой, и таким образом, в общем-то, ребенок развивает, как бы расширяет круг своих игровых предметов. Другой вариант игрового поведения, который также связан с вот этой стадией разделения указателей действия, Пиаже называется имитативными схемами. То есть в этом случае ребенок как бы сам начинает собой проигрывать какую-то ситуацию или сам себя назначает каким-то предметом. И это уже, безусловно, очень как бы серьезный такой вот шаг в развитии символических систем, когда ребенок уже вот знаемое о внешнем мире, наоборот, проецирует на себя, примеряет на себя, и тут он может быть кем угодно. Пиаже, в частности, описывал свою дочь, которая в возрасте 2 с небольшим лет, ей было 2 года и 2 месяца, да, вот она после воскресной службы в церкви под впечатлением вот колокольного звона начала изображать из себя колокольню. Вот она стояла посреди комнаты, раскачивалась из стороны в сторону, говорила бум-бум, и ее это увлекало совершенно, так сказать, полностью. Она даже отказывалась там идти обедать, да, что-либо другое делать. Вот ее потрясла вот эта ситуация, которую она начала имитировать, как бы примеряя ее на себя. И таким же образом, в общем-то, дети начинают примерять на себя различные сказочные персонажи, какие-нибудь персонажи там мультфильмов и так далее, и проживают через себя тот опыт, который они, так сказать, воспринимают, например, в жизни этого персонажа или, так сказать, в вот существовании какого-то даже неодушевленного объекта, да, например, там колокольни или там дерево, там, или вот чего угодно другого, это, безусловно, еще один, так сказать, шаг, сдвиг, прогресс в области развития вот этой символической системы. И далее Пиаже описывает вот следующую такую подстадию внутри вот этой вот стадии, связанной с развитием схем. Он называет это комбинацией символов. То есть здесь уже ребенок поднимается над, так сказать, вот этими простейшими обозначающими там указателями, знаками, жестами, и уже начинает двигаться в сторону высшего, так сказать, вот вида обозначающих, которые называются символами. То есть это как бы то, что имеет некоторое договоренное значение и в то же время как бы имеет очень высокую степень дифференцированности и, как правило, используется в таких ситуациях, когда надо донести какое-то содержание в процессе коммуникации, в процессе контакта. И, ну, понятное дело, конечно, вот очень, так сказать, ярким примером символа является слово. Но не только слово, это может быть и, так сказать, целый более широкий круг каких-то объектов. Да? Это могут быть какие-то формулы, какие-то условные знаки, какие-то, может быть, вот предметы,
наделенные как бы вот каким-то культурным значением и, соответственно, вот имеющие какой-то зачастую очень глубокий и многогранный смысл вот в той или иной культуре, да, то есть ребенок здесь как бы поднимается, да, по лестнице вот этих обозначающих, все более и более сложным и дифференцированным, и уже начинает комбинировать их и создавать некоторые, так сказать, целостные, вот такие вот фантазийные ситуации. Здесь могут быть приведены самые разные примеры. Возраст этого, так сказать, вида игровой деятельности примерно 3 года там с чем-то, да, когда это можно начинать наблюдать. И ребенок может, например, там сочинять один или вместе со своими там товарищами, да, по игре, может сочинять какие-то там вымышленные островные государства, на которых, так сказать, происходят какие-то действия, какие-то правила жизни. То есть все, что он уже, так сказать, почерпнул в предыдущих стадиях своей игровой деятельности, он привносит сюда, вот в эту комплексную, сложную свою игру, и там как бы можно отметить, и Пиаже это отмечает, что дети начинают вот в этих своих фантазиях вдруг как бы изобретать такие персонажи, которые были названы психологами инфантильным тотемизмом. То есть как бы вот инфантильный тотемизм – это такое явление, когда ребенок изобретает некоего персонажа игры, допустим, в каком-то вымышленном мире, в каком-то там островном государстве или каком-то государстве в пустыне там расположенном. И этот вымышленный персонаж, он выполняет роль некоторого, так сказать, контролера правил, так сказать, вот морально-нравственного поведения вот в этом мире. И таким образом вот здесь получается, что ребенок как бы, вот как не относиться к теории рекапитуляции, о которой мы с вами говорили в начале нашего возрастно-психологического блока, вот ребенок как бы воспроизводит некоторые элементы вот такой анимистической религии. И поскольку вот те персонажи, которых он изобретает для этой функции, для наказания за какие-то, так сказать, проступки, для поощрения за какие-то хорошие действия вот в этом вымышленном мире, ребенок зачастую вот этого персонажа еще наделяет какими-то элементами как такого вымышленного комбинированного облика. И в частности, вот опять же Пиаже описывает такую игру, когда ребенок изобретает некоторого персонажа, как бы полуптицу, полусобаку, который вот как раз исполняет вот эту тотемную функцию. И как вы понимаете, это очень напоминает нам, да, вот те божества, о которых мы знаем из истории Древнего Египта, Древнего Вавилона, да, когда вот эти божественные сущности, которым поклонялись эти древние народы, да, они действительно представали вот в таком, так сказать, комбинированном виде. Да, допустим, там человек с головой там, собаки, змеи, орла там, и так далее, или вот эти вот вавилонские быки с головой человека такого бородатого. Я думаю, что все мы такого рода образы помним из истории мировой культуры. И ребенок здесь вот как-то спонтанно, без всякой подсказки, он, так сказать, сам продуцирует такого рода образы. И, соответственно, вот это действительно вот некоторый такой как бы высший, да, уровень развития вот на этой стадии, на стадии развития вот этих схем, да, и символических средств игры. И с этим багажом ребенок уже отправляется в следующую стадию, которая связана с, собственно, сюжетно-ролевой игрой, которую ребенок уже осуществляет зачастую не в одиночку и не в небольшой группе, которая изобретает что-то общее, да, а это уже такая полноценная как бы театрализация, когда дети заранее договариваются о том, во что они будут играть, кто будет какую роль играть и, так сказать, вот в чем смысл вот этой игры. То есть это уже, собственно, вот то, о чем говорил Даниил Борисович Ильконин, когда речь у него шла о игре как моделировании значит, социальной действительности, о которой осведомлен ребенок, да, о том, что ребенок знает о деятельности взрослых.
Пиаже также здесь, так сказать, соглашается с тем, что ребенок здесь действительно преимущественно в возрасте там, как бы с начала 5-го года жизни и до там, 7-го года жизни, да, он с удовольствием и очень, так сказать, интенсивно играет в эти сюжетно-ролевые игры. И после 7 лет там наступает следующая стадия игрового развития – это уже игры с правилами. Игры с правилами, которые, в общем-то, Пиаже тоже специально изучал, но уже, так сказать, с точки зрения того, как развиваются представления ребенка о как бы морали, о том, что правильно и что неправильно. Об этом у нас с вами речь еще будет. Вот останавливаясь на том, о чем мы сейчас говорили, а именно вот на вот этом переходе, да, который происходит где-то на 4-м году жизни от развития вот этих вот символических средств игры к уже, так сказать, вот такому моделированию взрослых, так сказать, деятельности, да, различных занятий взрослых, различных, так сказать, социальных взаимодействий, наверное, надо отметить то, что вот здесь можно увидеть очень такую тесную взаимосвязь вот этого символического развития ребенка и вот того, о чем говорили, в частности, психологи отечественной школы, психологи школы Выгодского, когда у них речь шла о том, что в возрасте примерно 3 лет и старше мы видим очень существенный сдвиг в развитии психики ребенка, развитии душевной жизни ребенка, когда у него формируются смысловые образования. Так называемые вот эти смысловые образования психики, которые, в общем-то, будут впоследствии и основой самосознания ребенка, и основой его как бы понимания другого человека. И здесь вот также очень важные такие сдвиги происходят, и это непосредственно связано с игровой деятельностью. Они связаны с тем, что ребенок начинает понимать, что вот есть что-то понарошку, а есть что-то реальное. Ребенок начинает понимать, что другой человек может знать или не знать о том, что происходит, допустим, с этим ребенком. То есть здесь уже мы можем видеть то, что вот это вот развитие самосознания ребенка, оно получает огромный, так сказать, вклад со стороны вот развития игровой деятельности, символических средств игровой деятельности. Значит, вот этот вклад в такое общее психическое развитие, когда развиваются вот эти смысловые структуры, и когда ребенок начинает уже ориентироваться, да, в том, что другой человек имеет какой-то свой, так сказать, свой мир, свой субъективный мир, свои знания об этом мире. И это знание может отличаться от моего. Это вот самые-самые первые начатки того, что человек маленький, да, начинает ориентироваться в другом человеке, как в личности. И уже, так сказать, это иногда принимает такие комические формы, как начало так называемого детского вранья. С одной стороны, вроде бы это то явление, которое можно порицать, а с другой стороны, для психологов, в общем-то, вот начало такого фантазирования, когда ребенок как бы начинает обманывать взрослого, придумывать что-то, да, это хороший знак с точки зрения того, что ребенок вот овладел этими возможностями взаимодействия, да, этими возможностями общения, которые связаны с тем, что ребенок понимает, что, скажем, взрослый знает, так сказать, что-то о ребенке, а что-то он о нем не знает. Допустим, взрослый не знает о том, что ребенок там сделал что-то, а взрослый это еще не видел. Да? И ребенок может, так сказать, начать на этой почве какие-то, так сказать, свои фантазии продуцировать. И ну вот здесь, так сказать, это может уходить в разные сферы, да, но само по себе, так сказать, вот это явление, оно для психолога профессионального является таким хорошим знаком.
что ребенок вот уже в этом освоился, уже в этом как-то ориентируется и начал пользоваться. В общем-то, вот мы сейчас с вами это занятие будем завершать. И я бы хотела сказать о том, что вот действительно игровая деятельность ребенка имеет в своем развитии совершенно колоссальное влияние на самые разные аспекты развития душевной жизни растущего человека. И это и самосознание, и коммуникация, да, и, так сказать, все, что связано там с познавательным развитием. И вот, наверное, одна из как бы важнейших частей, да, вот этих вкладов — это, конечно, вот развитие вот этих смысловых структур, когда ребенок вот моделируя, проживая, причем проживая это с удовольствием, потому что игра — это как раз та деятельность, которая, так сказать, осуществляется добровольно и с удовольствием, да, и при этом, значит, вот дает такой, так сказать, огромный и разветвленный результат в развитии. И, соответственно, вот подспудно, да, вот в этой игровой деятельности, особенно в сюжетно-ролевой игре, развивается вот эта самая произвольная регуляция поведения. Об этом мы с вами уже немножко говорили, но на следующем занятии мы с вами продолжим это обсуждать, поскольку это действительно является одной из важных предпосылок созревания, вызревания готовности ребенка к школьному обучению. И вот сейчас, наверное, завершая, да, наш разговор о вот как бы понимании, да, игровой деятельности и ее роли в развитии, я бы хотела подчеркнуть то, что, конечно, ребенок играет, если говорить о, скажем, сюжетно-ролевых играх, да, ребенок играет в то, что он видит перед собой, да. Ребенок может играть там вот в магазин, в больницу, в школу, то, о чем он что-то знает, да. Ребенок, который посещает храм, может играть в богослужение. Ребенок, который видит какие-то формы асоциального, так сказать, существования своей неблагополучной семьи, начинает играть и на куклах, и в рамках сюжетно-ролевых игр, может пытаться моделировать какие-то негативные стороны жизни. И это, безусловно, является очень важным таким моментом, да, который обеспечивает возможность использования игры как диагностического инструмента. То есть, наблюдая за детской игрой, мы не только видим уровень развития ребенка, да, общий уровень психического развития ребенка, но мы и видим как бы вот то, каков его опыт, да, насколько его опыт благополучный. И, безусловно, это уже дает далее, так сказать, дорогу для развития уже игротерапии, которая достаточно широко уже, так сказать, развита. Это уже такое разветвленное поле профессиональной деятельности психологов, в рамках которого можно помогать детям, ну, скажем, преодолевать какие-то негативные стороны своего жизненного опыта. На этом мы с вами сегодняшнее занятие завершаем. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.